Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Сегодня в Народном комитете произошло чрезвычайное событие. Сотрудникам организации после нескольких месяцев упорной и напряженной борьбы удалось таки найти недобросовестного сотрудника, который на протяжении нескольких месяцев выдавал врагам и недоброжелателям комитета важную информацию о работе организации. Важную роль и большое содействие в этом вопросе оказало руководство комитета, общественный деятель Евгений Пригожин, которого нашли живым и невредимым несколько недель назад, и заместитель организации актер Александр Домогаров. Почти на протяжении целого года команда Никиты Михалкова решала важный вопрос. В комитете есть предатель, однако кто он, было неизвестно, так как в организации работали известные артисты, проверенные временем, которые на отлично выполняли свои профессиональные обязанности. Несколько раз организация Михалкова шла по ложному следу. Комитетчики в какой-то момент были уверены, что предатель найден, однако спустя какое-то время нападения на сотрудников организации возобновлялись вновь. Однако с появлением Евгения Пригожина, Александра Бастрыкина и Александра Домогарова дело пошло на лад. И сегодня утром организации со стопроцентной уверенностью удалось установить недобросовестного сотрудника. Месяц назад в результате оперативной работы под подозрение попали 6 сотрудников комитета, известные артисты: певец Александр Маршал, певец Шаман, актер Егор Бероев и еще 3 артистов, которые работали внештатными сотрудниками комитета: певица Ирина Аллегрова, композитор Игорь Крутой и телеведущий Борис Корчевников. Задача найти недобросовестного сотрудника была архисложной, ведь все эти известные артисты за время работы в комитете зарекомендовали себя с самой отличной стороны. Сначала наблюдение установили за певцом Александром Маршалом. Было установлено, что на протяжении нескольких месяцев Александр Маршал вел переписку с известным певцом, лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем. Александра Маршала уже хотели арестовать, однако стало известно, что переписка с Андреем Макаревичем связана с музыкальным творчеством. Все подозрения с Александра Маршала были сняты, тем более стало известно, что несколько недель назад в результате спецоперации погиб племянник артиста. С певца Шамана подозрения были сняты практически сразу. Известный артист уже давно занимает патриотическую позицию и переводит крупные денежные суммы в помощь спецоперации и пострадавшим жителям Российской Федерации. Тем более певец Шаман постоянно занят на гастролях. Несколько недель назад, как казалось, команда Никиты Михалкова действительно взяла правильный след и наконец-то обнаружила недобросовестного сотрудника. Известного актера Александра Бероева несколько раз наблюдали в московских ресторанах в компании пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Уже казалось, недоброжелатель обнаружен, и можно арестовывать товарища Бероева. Однако и тут произошла ошибка. Александр Бастрыкин запретил арест Егора Бероева. Оказалось, что известный актер по заданию Александра Ивановича Бастрыкина выполнял тайное задание комитета, общаясь с Дмитрием Песковым. Команда Никиты Михалкова зашла в тупик. Все их догадки оказались неэффективными. Под подозрением остались только 3 внештатных сотрудника организации: Борис Корчевников, Ирина Аллегрова и Игорь Крутой. 6 дней назад грозовые тучи нависли над известным телеведущим Борисом Корчевниковым. Стало известно, что Борис Вячеславович готовит совместную программу с явным недоброжелателем организации Иваном Ургантом.
Однако и здесь произошла неувязка. Несколько дней назад Борис Корчевников во время проверки в городе Барнауле получает ранение, и после этого все подозрения с известного телеведущего были сняты. Стало полностью понятно, Борис Корчевников – это свой человек. Оставался последний выбор – Ирина Аллегрова или Игорь Крутой. Евгений Пригожин и его товарищи 4 дня устанавливали наблюдение за известными артистами. Ирина Аллегрова долгое время была вне подозрения. Она проявляла себя добросовестным сотрудником. Однако стало известно, что несколько недель назад, когда Алла Пугачева тайно приехала в Россию в связи с трагической ситуацией в ее семье, Ирина Александровна Аллегрова и Алла Пугачева имели совместную встречу. Этот факт серьезно насторожил сотрудников комитета, и Ирину Александровну Аллегрову вызвали на личную беседу к товарищу Бастрыкину. Однако здесь комитет постигла неудача. Ирина Аллегрова и Алла Пугачева ранее были близкими подругами и много выступали совместно на музыкальной сцене. Их встреча не имела никакого криминального характера. Две певицы захотели увидеть друг друга после долгой разлуки. Сотрудники комитета долгое время не могли поверить, что главный недоброжелатель организации – это благородный, известный композитор Игорь Яковлевич Крутой. Однако факты и доказательства говорили обратное. Игорь Яковлевич Крутой появлялся в комитете на протяжении долгого времени. Он работал в организации урывками и считался внештатным сотрудником. Первый раз Игорь Крутой попал под подозрение в январе этого года, когда в городе Калининграде было совершено нападение на Ирину Муравьеву и на покойного Вячеслава Добрынина. Было известно, что только Игорь Крутой знал о перемещениях Вячеслава Добрынина и поддерживал с артистом тесную связь. Однако в тот момент не нашлось явных доказательств против Игоря Крутого, и дело было замято. Второй раз Игорь Крутой серьезно прокололся летом этого года, когда организация Никиты Михалкова планировала арест Константина Эрнста. Кто-то в последний момент предупредил генерального директора Первого канала телевидения Константина Эрнста о приближающейся беде, и Константин Львович успел сменить местоположение. Позже стало известно, что за несколько дней до ареста Игорь Крутой общался с Константином Эрнстом. Однако, как и в первый раз, явных доказательств против Игоря Яковлевича Крутого не было. Однако все-таки несколько недель назад Евгению Пригожину и сотрудникам комитета удалось найти явное доказательство против незаконной деятельности Игоря Крутого. И этому помогла трагическая ситуация с актером Александром Балуевым, на которого несколько недель назад было совершено нападение недалеко от столицы Мордовии, города Саранска. Удалось установить запись телефонного разговора, в которой Игорь Крутой сообщал одному из заказчиков преступления, чиновнику из города Саранска, бывшему зятю бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, спортсмену и блогеру Алексею Столярову о поездке Александра Балуева в город Саранск. В словах по телефону Игоря Крутого был точно обнаружен тонкий намек. Цитата: «Комитетчики едут в Саранск. Там будет Балуев и другие проверяющие. Можете с ними разобраться». Пока точно неизвестно, чье задание выполнял и какие цели преследовал Игорь Крутой. Однако вина известного композитора доказана на 100%. По данным руководством организации, Игоря Яковлевича Крутого с дня на день отправят в следственный изолятор. Будет возбуждено уголовное дело, так как по вине известного композитора погибло много сотрудников комитета. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.